Так, хорошо, тогда будем начинать. М, Сегодня мы поговорим про Storybook. Да, такая картинка про него, что это такое вообще, как с ним работать. Доклад будет такой не очень большой, но в целом постараемся разобрать основные его возможности, преимущества, и в целом, надеюсь, будет понятно. Итак, что такое Storybook? Storybook — это прежде всего окружение для разработки UI-компонентов. И в чем его главное преимущество? Это то, что он работает изолированно от нашего основного приложения. То есть, как тут видно, у нас есть терминал, где мы запускаем отдельно React-приложение и отдельно уже на другом порту наш Storybook. Вот. И в первую очередь, какие проблемы он решает, зачем он вообще нужен и как он работает. То есть это отдельная, скажем так, библиотека, в которой размещаются все наши компоненты, с которыми мы можем как-либо взаимодействовать, смотреть их состояние, изменять. Вот. И если, допустим, сравнивать с дизайнерами, да, тут я показал небольшую картинку UI-кита. Например, дизайнеры как работают, в основном у них есть какие-то заготовки, то есть куча там всяких каких-то компонентов. Допустим, как тут показан компонент кнопки. Показан он в различных состояниях. И когда мы разрабатываем какой-то проект, то есть мы начинаем верстать, делать этот компонент кнопки, у нас там есть куча вариантов, там белая, синяя, еще какая-то. Вот. И со временем, когда проект разрастается, нам нужно сделать новую кнопку. Допустим, там дизайнер нарисовал новый компонент, и там есть какая-то кнопка. Мы на нее смотрим и пытаемся понять, а есть ли вообще у нас уже такая кнопка, была ли она когда-то реализована, или же нужно сделать ее с нуля. Вот. И в целом было бы круто посмотреть на наш проект глазами дизайнера. То есть открыть какое-то пространство, где у нас будут все наши компоненты, и визуально посмотреть, есть ли у нас уже такой компонент или нет. И, собственно, для этого и нужен Storybook. То есть нам не нужно подключать компонент кнопки, смотреть там его пропсы, состояние. У нас все это есть наглядно. Где же мы можем использовать Storybook? Ну, вообще, это не весь список того, где мы можем его использовать. Это лишь основные фреймворки, такие как Vue, React, Angular. Также его можно использовать с обычным HTML, веб-компоненты, вот, ну и так далее. И как же нам начать работу со Storybook? Нам не нужно устанавливать какой-то дополнительный софт, какие-то окружения. Все, что нам нужно, это в наше готовое приложение, то есть сгенерированное там Create React App, допустим. Нам нужно выполнить команду в терминале, которая инициализирует, собственно, сам Storybook. Да, она установит Storybook, э, создаст какие-то файлы, вот, ну и в целом настроит его. И далее нам нужно просто запустить его в режиме разработки. Запускается он, как я и говорил, на отдельном порту, вот, отдельно от нашего основного приложения. После того, как вы установили Storybook, у нас становится вот такая вот структура. Это вот базовая структура после Create React App. И после того, как мы сразу установили Storybook, где у нас создалась директория Storybook и один, скажем так, главный файл main.js. Вот он тут показан. Что тут есть? Значит, тут есть объект.
в котором есть поле Stories, в которое импортируются подключаются все наши истории. Далее я расскажу, что это такое история. То есть история — это самое главное, это, скажем так, визуальная часть нашего компонента в сторибуке. Вот. Также есть тут addons. Addons — это расширение. С помощью расширений мы можем как-то кастомизировать наши компоненты в сторибуке. Вот, в общем, делать какой-то дополнительный функционал. И также тут просто строчка, которая указывает, что мы работаем с Webpack 5. И также тут есть директория Stories, опять же, это все наши истории. Вот, и тут путь к ним. Собственно, про истории, что это такое. Как мы видим, тут есть button Stories.js. Это общепринятое название, то есть button — название нашего компонента, и к нему добавляется еще stories, чтобы понять, что это, собственно, история. Сюда импортируется наш компонент, и отсюда уже экспортируется объект, который описывает нашу историю. То есть то, как это будет выглядеть в сторибуке. Тут есть необязательное свойство title. И что это такое? Это, собственно, название, можно сказать, нашего компонента, как он будет отображаться в сторибуке, и его путь. То есть тут мы можем через слэш дописать еще какое-то название, то есть полный путь к нашему компоненту в сторибуке. Соответственно, сам компонент, и экспортируется уже компонент, в который передается какое-то состояние. Дальше немного про расширение addons. И первое — это Essential Addons. Это основные расширения, которые есть в сторибуке. И сейчас, если мы инициализируем Storybook последней версии, 6, то есть самой свежей, то они устанавливаются по умолчанию. И по умолчанию у нас примерно вот такая структура. У нас уже есть какие-то addons из Essential, это controls. Всего их тут, это полный список Essential Addons. И на самом деле мы можем как по отдельности их устанавливать, так и установить все вместе. То есть вместо addon controls, addon essentials. И он подключит полный пакет всех этих расширений. Про некоторые из них, про самые главные, мы поговорим чуть позже. Но сейчас пойдем дальше. И помимо Essential Addons есть еще Community Addons. И Community Addons — это расширение, которое делает сообщество, то есть разработчики. И на самом деле это не весь список, а лишь часть. На самом деле их там очень много. И, в принципе, можно работать и с редаксом, и с формиком, и со всем, чем только можно, наверное. Но самый плюс, что мы можем создавать также свои какие-то расширения. Допустим, мы там работаем с каким-то плагином, и нам для корректного взаимодействия с ним нужно какой-то дополнительный функционал. И, соответственно, мы можем создавать свои расширения. Но это все хорошо. Мы сделали там какой-то компонент, какую-то кнопку. И, допустим, у нас появляется какой-то там Redux или React Router. Но наш Storybook изначально не знает о, допустим, там Story Redux или React Router, например, что туда какой путь приходит или еще что-нибудь. То есть он видит только сам компонент, а то, что глобально там в него приходит, это все нужно подключить. И для этого есть декораторы. Декораторы — это, можно сказать, такая некая обертка над компонентом.
И он может быть как в самой истории, то есть обернут как компонент, либо же можем обернуть все наши компоненты одним декоратором, как показано тут. То есть либо же можем конкретно к одному типу нашей истории, то есть тип компонента. Вот. И тут показан самый простой декоратор. По сути, это функция, которая параметром принимает наш компонент. И тут показано, что он просто оборачивается в дополнительный div, которому мы задаем просто margin. Вот. И, соответственно, если мы сделаем вот так, то есть у нас тут создается в истории сам компонент, то есть сам тип. Изначально у нас есть template, то есть тут уже чуть другая структура. Template это как бы шаблон, он принимает компонент, и мы от него уже можем, так сказать, плодить наши типы. То есть какой-то компонент с одним состоянием, потом тут может быть еще secondary, то есть кликнули на него, там уже другое состояние в него передать. Вот. И, собственно, тут у primary есть декоратор, вот, и только у него будет margin 10 пикселей. Тут же мы создаем уже в экспортируемом объекте декоратор, и он будет применен ко всем. То есть, если тут будет еще secondary или там еще куча, то нам не нужно каждому прописывать декоратор отдельно, он будет применен для всех. И также тут показано, что у нас может быть рядом с файлом main.js, который находится в Storybook директории, может быть еще preview.js. И также тут мы можем указать какой-то декоратор, который будет применен уже и к button, и если у нас будут еще какие-то истории, то есть ко всем историям. Вот. Сейчас я проверю, что все хорошо. Да. И давайте теперь немного посмотрим на то, как это работает. То есть я инициализировал просто create react app, и у меня тут и установил Storybook. Также у меня тут есть main.js. Сюда я подключил все essentials, то есть у меня все эти controls, actions. И также я создал еще preview файл. Сюда я просто импортировал файл стилей. То есть изначально также Storybook не знает о стилях, о шрифтах, и их нужно также подключить. Также я удалил директорию историй и создал обычный компонент кнопки, где у меня приходит текст, какой-то вариант, который в class name подставляется, ну, активная, неактивная кнопка, также тип и фон. И я просто запустил Storybook. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. То есть у нас есть история, описывающая это компонент. У нее есть title, то есть, как я и говорил, это какой-то путь. Вот мы видим components, разворачиваем, тут есть button. Вот. У нас есть canvas, тут показывается наш сам компонент, и мы можем взаимодействовать с ним, то есть уменьшать, увеличивать масштаб, выбрать фон. Кстати, вот этот выбор фона, controls, actions, это все дополнение essentials. Также есть так называемый docs, документация. Это также входит в add-on essentials. Она генерирует некую такую документацию по нашему компоненту. Мы ее можем изменить. Вот, но
На данный момент она просто автоматически сгенерировалась. И самое важное, наверное, это controls. Немного про них. Зачем они вообще нам нужны. Мы бы могли, допустим, если бы без controls, как нам показать состояние, да? То есть у нас тут может быть какой-то другой текст, другой вариант, disabled, тип другой, фон другой. И по сути мы могли бы просто плодить вот эти вот наши варианты, то есть default, secondary, и просто в каждом показывать различный вариант. Но с помощью controls мы можем сделать один вариант, который мы просто будем изменять и смотреть за состояниями. Вот. И как это все реализовано, да? То есть также у меня тут есть какой-то декоратор. Вот, для примера я задал margin 20 пикселей. Тут есть удобная штука, где можно смотреть отступы, то есть нам не нужно лезть в DevTools. Просто кликнув на вот эту иконку, мы можем посмотреть вообще, какие у нас есть марджины, паддинги. Вот, тоже очень удобно. Собственно, когда мы установили add-on controls, у нас появляется возможность к нашим историям, то есть к нашим вариантам, добавлять свойства, изменять его args. И по сути это и есть наши вот эти вот поля. То есть, да, мы видим тут поле текст со значением confirm. Вот. И по сути это дефолтные значения, то есть которые вот тут отображаются по умолчанию. И они также являются пропсами, да, то есть вот этими вот значениями. То, что мы передали вот здесь, приходит вот сюда и, соответственно, отображается. То есть они также изменяемые, мы можем тут писать какой-то другой текст, соответственно, это очень удобно тестировать все вживую, скажем так. Вот. И тип, тип определяется автоматически. То есть если это строка, то мы можем тут в поле что-то писать. Если это true-false, то у нас есть вот такой переключатель, который также автоматически определяется. Вот. Но что если у нас есть, как тут, какой-то вариант, и у него может быть куча различных значений, да, сейчас это main secondary, но в дальнейшем тут может быть еще куча других. И изначально пользователь или разработчик, он не знает, какие именно вообще может принимать значения наш компонент. Для этого удобно сделать какой-то select, как тут, в котором уже определены какие-то варианты, и мы просто по клику на них можем выбирать и смотреть, как себя ведет компонент. То есть в данном случае у нас есть всего объекта свойство argtypes, которое как раз таки принимает название, вариант, options, то есть опции main, secondary, еще что-то, и control, который описывает тип. То есть в данном случае тут select, но если мы хотим другой, то есть как тут, например, type radio можем задать, также выбрать тип button submit. И есть еще control color. На самом деле их там много, то есть мы можем сделать и range, выбирать ползунок, то есть диапазон значений. Вот. Ну и много всего, в зависимости от того, что нужно. Вот. Тут я показал select radio и показал, что может быть два значения. И это, да, default, то есть стандартный. И как это все происходит, то есть если с текстом понятно, то вариант, смотрим, у нас есть main, здесь мы получаем вариант, он поставляется в класс names. И в стилях я задал, что у main будет border radius 10, secondary border radius 25, и, соответственно, мы выбираем и
смотрим, что все применяется. Вот. Так же самое и с background. Мы можем просто кликнуть и задать любой фон, но по умолчанию мы тут выбрали, что он будет вот такой. Вот. И также для примера я создал еще один secondary тип, который принимает все те же аргументы, что и default. То есть я применил тут просто деструктуризацию. Вот. Но мне нужно, чтобы тип был не button, а submit. И тут мы видим, что тип submit. И также вариант secondary. Вот. Единственное, что у нас есть, как я и говорил, параметры, в которые параметры также могут быть как во всем компоненте, так и можно их вынести в превью, определить глобальные для всех историй. Вот. Тут я просто задал только у secondary, что у него controls include, то есть включают только текст, disabled и type. Вот. Единственное, что я тут задал вариант, но у меня он не включен. То есть, если я тут задам еще и вариант, то у меня появится еще возможность выбрать вариант. Вот. И, собственно, таким образом мы можем легко отслеживать, управлять компонентами, тестировать их. Также для тестирования есть add-ons accessibility. Вот. Тут также появляется вкладочка, где мы можем проводить какие-то тесты. Вот. Ну и, как я и говорил, можем создавать свои расширения. Также тут будет какая-то вкладка уже с нашим расширением. Вот. Что еще есть из UI? То есть то, что мы можем тестировать адаптив. То есть мы можем выбирать различные устройства, то есть large, small. Вот. Опять же, нам не нужно лезть в DevTools, и за это отвечает также плагин, который входит в Essentials, называется он Add-on Viewport. Вот. И также у нас тут есть еще возможность выбора фона. Да, вот тут он показан. Опять же, вот в параметрах. Это уже для всех вариантов компонента, только для этого button. Мы можем выбирать background. Тут, как мы видим, есть default, то есть по умолчанию он белый, но есть еще blue и dark. Собственно, если мы кликнем сюда, то видно, что тут еще есть blue, dark. То есть и таким образом мы также можем менять фон, смотреть, как компонент себя ведет при другом фоне. Вот. Но во всем этом есть, конечно же, и минус. Это то, что мы тратим время на создание всех этих историй, тратим время, чтобы показать, описать различные состояния. Вот. И, возможно, в каких-то мелких проектах он даже и не нужен. То есть тут все зависит от задачи. Но, как я уже и говорил, если у нас какой-то крупный проект, в нем куча каких-то однотипных компонентов, те же там кнопочки, темы, еще что-то, вот, то это все удобно показывать и, собственно, удобно тестировать. И в конечном итоге, конечно же, мы все это дело можем сбилдить. То есть у нас пакет JSON автоматически при инициализации Storybook добавляется команда Storybook, которая запускает его. И также build Storybook, которая делает build. И как он выглядит? То есть у нас создается директория Storybook Static со статическими файлами. И у нас есть индекс HTML. Собственно, вот это все дело мы просто можем куда-то задеплоить, выгрузить. И открыв индекс HTML,
у нас открывается все тот же storybook, то есть вот это вот состояние, как бы мы запустили это в dev режиме. Только то, что мы можем по ссылке уже скинуть, допустим, дизайнеру, project менеджеру, и им не нужно все это запускать у себя. Они могут также открыть и протестировать все компоненты. Вот. И, собственно, это, наверное, то, что я хотел рассказать о сторибуке. В принципе, с набором вот этих вещей уже можно начать с ним работать, делать какие-то компоненты. И если есть какие-то вопросы, что-то непонятно, может, я что-то упустил, то пишите в чат. Возможно, что-то еще не рассказал. Если говорить про все экстеншены, то все add-ons, то про них, конечно, можно очень много говорить. Тот же Actions, да, то есть, как вы можете видеть, тут есть еще Actions. Они нужны для имитации клика, скажем так. То есть мы кликнули, тут всплывает событие onClick. То есть также можно тестировать какие-то onClick, onChange, если это какие-то поля. Вопрос, Storybook работает с TypeScript? Да, с TypeScript он работает. Если не ошибаюсь, для этого нам нужен просто tsconfig. Вот. И, по-моему, даже ничего дополнительно не нужно. В Storybook возможность работать с компонентами с анимацией. К примеру, у нас есть компонент с параллаксом по скроллу. Думаю, да. Мы в Storybook можем добавлять не только какие-то мелкие компоненты, мы также можем добавлять полноценные страницы, которые состоят из компонентов. И думаю, если там будет какая-то анимация, то она также будет отрабатывать тут. Мы сможем ее протестировать. Вопрос, можно ли задать какие-то свои кастомные вьюпорты. Наверное, можно, но мне, если честно, не приходилось это делать. Нужно посмотреть, возможно, у этого аддона есть какие-то... Возможно, его можно как-то кастомизировать. Может быть, через код. Вот. Ну, в целом, да, думаю, как-то можно. Хорошо, тогда если будут еще какие-то вопросы, то пишите. В целом, да, еще один вопрос. А я правильно понял, что декоратор это компонент обертка, которая позволяет свои стили и скрипты добавить к компоненту, которые не нужны в основном проекте. Да, это, скажем так, такая обертка. И, собственно, как показано вот тут, мы просто создали div, дали ему какой-то стиль, margin 20 пикселей, и он будет работать только в сторибуке. То есть у нас остается все тот же компонент, просто для него, чисто для сторибука, мы задали 20 пикселей, чтобы он в сторибуке не прилипал. Вот. Но в основном проекте, конечно же, этого не будет. Вот. Хорошо, тогда будем заканчивать. Опять же, если будут какие-то вопросы, то пишите. Всем спасибо. Пока.